I know why you're here. You want to talk about them. They're not real heroes. You never seen a legend in the flesh? All that power, how do they use it? Killing mindless beasts. Fighting petty villains. None of that matters. Look what the guild shut out. A real hero knows how to wield power. Приветствую в Nibiru Realm. Синхронизация запущена, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Давайте на чистоту. Новая Fable — это не прямое продолжение, а полноценный перезапуск серии от студии Playground Games. И пока все указывает на то, что авторы Forza Horizon пытаются создать не просто красивый открытый мир, а живую экшен-РПГ, где поступки игрока действительно влияют на окружающих. Визуальная часть заслуживает отдельного внимания, ведь игра создается на фирменном движке Forza Tech, который раньше выдавал потрясающие пейзажи в гоночных симуляторах. Теперь эти технологии брошены на создание густого, сказочного и невероятно красивого Альбиона. Что касается наполнения, то перед нами не очередной мрачный фэнтезийный эпос, а именно Fable, сказка с британским юмором, магией, странными персонажами и курицами, которым снова не повезет. Здесь можно спасать мир, покупать дома, заводить семью, открывать бизнесы или превратиться в человека, которого обсуждает весь город. Релиз намечен на 23 февраля 2027 года. Владельцы же премиального издания получат доступ 18 февраля. Игра выйдет на ПК, Xbox и PlayStation 5. Последнее особенно интересно, потому что раньше Fable была одной из главных серий Xbox. Есть и плохая новость. Русского языка среди заявленных локализаций пока нет. Для игры, построенной на диалогах, юморе и реакции жителей, это может стать серьезным минусом. По сюжету мы играем за героя нового поколения, чью бабушку в родной деревне превращают в камень. След ведет в гильдию героев, но игра совершенно не гонит вас по сюжету палкой. Покинув стартовую деревню, можно отправиться почти куда угодно. Хотите продолжить сюжет? Пожалуйста. Хотите сначала стать кузнецом, купить дом, открыть бизнес и испортить репутацию в нескольких городах? Игра это позволит. Именно репутация выглядит главной особенностью новой Fable. Разработчики отказались от простой шкалы добра и зла. Теперь важно не только то, что вы сделали, но и кто это видел, где это произошло и как к такому поступку относятся местные жители. Если вас заметят за пинанием курицы, можно получить прозвище «пинатель кур». Но этот ярлык не будет действовать на весь мир. В одном городе вас могут считать героем, в другом — вором, а в третьем — опасным богачом. Местная репутация влияет на отношения горожан, цены в магазинах и шансы завести роман. Причем собственный образ можно менять, совершать новые поступки, дарить подарки или платить городскому глашатаю, чтобы тот рассказывал людям более выгодную версию вашей биографии. Вообще, Fable обещает стать глубокой социально-экономической песочницей. Можно будет покупать дома, предприятия, нанимать жителей и получать доход. Богатство при этом становится частью репутации. Вас могут уважать как успешного предпринимателя или ненавидеть как лендлорда, которому принадлежит половина города. В игре заявлено больше 1000 уникальных NPC. У них будут имена, характеры, профессии, дома и собственный распорядок дня. Playground Games делились забавной историей с этапов тестирования. Однажды они заметили, что днем один из городов был абсолютно пустым. Оказалось, что жители поселились слишком далеко от своих рабочих мест. Они честно просыпались и шли на смену, но просто не успевали дойти до работы, как их рутинное расписание уже отправляло их обратно домой спать. История забавная, но она хорошо показывает амбиции студии. Авторы хотят создать не просто красивую декорацию, а мир, который живет по собственным правилам, со своей продуманной симуляцией жизни. Также вернутся романы, свадьбы и дети. Можно строить отношения, заводить семью и принимать сомнительные жизненные решения. В этом всегда и заключалась Fable. Герой не только спасает Альбион, но и пытается в нем жить. Иногда благородно, иногда глупо, а иногда так, что лучше бы он просто пошел бить троллей. Боевая система тоже избавилась от жестких рамок и строится на плавном смешивании стилей. Вам не нужно отыгрывать чистого воина или мага. Прямо в пылу сражения можно бесшовно чередовать удары мечом, стрельбу и заклинания. Главное, чтобы авторы выдержали баланс и не превратили героя в скучную универсальную машину смерти. Ну и куда же без фирменных демонических дверей?
Эти наглые каменные лица снова вернутся, чтобы оценивать ваши поступки и требовать выполнения странных условий ради доступа к сокровищам. В итоге новая Fable выглядит как безумно амбициозный и рискованный эксперимент, где масштабная экшен-РПГ скрещивается с британской комедией и симулятором жизни. И вот теперь главный вопрос. Верите ли вы в обещания разработчиков? Как вы думаете, окажутся ли их амбиции больше самой игры? Напишите в комментариях, кем бы вы играли в первую очередь. Благородным героем, жадным лендлордом или магом-хаоситом. А я благодарю всех за просмотр и желаю вам всего хорошего. До встречи в следующих видео.